Голодная рысь нашла беспомощных котят, но вместо того, чтобы причинить им вред, она совершила поступок, который удивил бы любого, кто знает законы дикой природы. Рысь медленно пробиралась через густой лес, измученная голодом и долгим поиском добычи. Утро только начиналось, холодный туман еще лежал между деревьями, а первые лучи солнца пробивались сквозь ветви. Но для хищницы этот день не приносил спокойствия. Ей нужны были силы, и единственное, о чем она думала, была еда. Она шла по следам, прислушивалась к каждому звуку и пыталась найти хоть какую-то добычу. Но лес словно молчал. С каждым шагом усталость становилась сильнее, а надежда на удачную охоту исчезала. И вдруг рысь остановилась. Издалека донесся слабый звук. Сначала он был почти незаметным, похожим на шорох листьев, но хищница подняла уши и внимательно прислушалась. Звук повторился, тихий, жалобный и очень слабый. Рысь осторожно направилась к небольшому укрытию возле старых деревьев. Там она почувствовала другой запах. Запах маленьких живых существ. Под корнями лежали котята. Совсем маленькие, беспомощные и еще не способные защитить себя. Они дрожали от холода, сбились вместе и едва издавали звуки. Рядом не было взрослой кошки, которая могла бы позаботиться о них. Рысь остановилась рядом. Все подсказывало ей уйти или использовать легкую возможность найти пищу. Она осторожно приблизилась, обнюхала каждого котенка и замерла. Эти малыши были слабыми и беззащитными, но произошло неожиданное. Рысь аккуратно взяла одного котенка зубами за шерсть и подняла его. Затем осторожно перенесла второго, потом третьего. Она двигалась медленно и очень бережно, словно понимала, что перед ней не добыча, а живые существа, которым нужна помощь. Она не понесла их туда, где могла бы насытиться. Рысь отправилась глубже в лес, туда, где было теплее и безопаснее. Она нашла место среди камней и густых кустов, где ветер почти не проникал. Там она осторожно положила котят на мягкую землю. Малыши прижались друг к другу, а рысь легла рядом. Она закрывала их своим телом от холода, осторожно очищала их шерсть и оставалась возле них. Она все еще была голодна, ее силы были на исходе, но она не уходила. Через некоторое время лес наполнился тревожными звуками. Где-то неподалеку появились другие хищники. Рысь сразу поднялась и встала перед укрытием, закрывая котят собой. Она зарычала, показывая, что не позволит приблизиться. Опасность становилась ближе, но рысь не отступала. Она сделала несколько шагов вперед и заставила незваных гостей остановиться. После короткого противостояния те ушли, не решившись нападать. Рысь вернулась к котятам и снова легла рядом. Она была измучена, но продолжала охранять маленьких животных. Позже из лесной чащи появилась кошка-мать. Она осторожно вышла из укрытия и замерла, увидев рядом с котятами дикую рысь. Несколько мгновений они просто смотрели друг на друга. Мать боялась сделать шаг, но затем медленно подошла ближе. Рысь не проявила агрессии. Она спокойно поднялась и отошла в сторону, освобождая место. Котята сразу почувствовали ее присутствие и потянулись к ней. Кошка начала вылизывать малышей и прижимать их к себе, словно снова обрела самое дорогое. Рысь некоторое время наблюдала за ними, а потом развернулась и исчезла среди деревьев. Голод остался с ней. Лес снова стал таким же, как прежде, но в тот день произошло нечто особенное. Иногда даже самые дикие существа способны сделать выбор, который идет против инстинктов. И иногда доброта появляется там, где ее никто не ожидает.